Всем привет, всем здравствуйте. Рика, здравствуйте, да ты первая. Ну что, малая властительница Кусанали. Но сначала по... Ой-ой. Прекрати. Не говори, я говорю, не говори. Сначала, как всегда, ежедневный квест, а именно Анна опять дурит. Но мы вроде уже встречались с ними здесь. Вот, я надеюсь, будет что-то новенькое. Вот, Анна, плюс нужно будет быстренько слить смолу. Куда смотрю? Вот, это 8 дней, вот этих 5. И еще у меня 200. Ну, хотя бы 200 того, что у меня есть сейчас. Куськи-буськам, какая разговорчивая коровка. Да не говори. Прекрати. Так вот, давайте с Анной пока поговорим, пока люди собираются, пока люди приходят. Привет, привет. Всем привет, приветик, приветик. Всем здравствуйте, да не будет... Что? Уже чего-то новенького? Все дейлики по кругу теперь... Нет. Что же, поработаем сегодня как следует. Вижу, ты полна энтузиазма. Ну, конечно, быть искательницей приключений так увлекательно. Только вот, мне еще предстоит узнать о поручениях так много. Путешественница, сходишь со мной еще раз? Я хотел бы спросить тебя о некоторых вещах. Тогда в путь. Сегодняшнее поручение? Опять товарный аэростат. Ну, по крайней мере, текст она говорит новый. А ты чё? Ты чё молчал? Все, прогнулся? Путешественница, прошу тебя, присмотри за Анной. В последнее время она так взволнована. Ты не хочешь, чтобы она была искательницей приключений? Я уважаю мечты Анны. Она наконец-то переборола болезнь, и у нее появилась возможность осуществить свою мечту. Я ее брат, и я полностью поддерживаю ее. Вот так. Понял. Ну, здравствуйте, не. Ба-ба-ба-ба-ба. Всем кусь. А Рика почти под конец явилась, занята немного была. Все. Мы идем за Анной. А в прошлый раз с ней тоже был аэростат, но она говорит новый текст. Чужой привет. Я притарианец. Поздравьте, поздравляю. Так. Ой, как Манштадт хорош. Не могу. Так. Ну что, пойдемте посмотрим, что она там. А нафига, если она без нашей помощи вообще нифига не может сделать, нафига ее быть искательницей приключений? За счет нас тут прокачивается. Оло. Ну, им привет. Я сбегу. Давай. Я не тот телепорт выбрал или что? Петя, доброе утро. Чё? Да, о, господи. Я побежал не на ту метку. Ладно, я в порядке. Так, Эндрю Стэнра упорный, он найдет новые диалоги в зацикленных квестах Монда. В смысле Это же новый диалог, что вы меня булите? Почему вы меня булите? Только утро, а вы уже начали меня булить. Это новый диалог. Значит, это товарный аэростат, который мы будем... Как его активировать? Должно быть... вот так. Скорей за ним. А ты где? Путешественница, случалось ли с тобой такое? Мы обычно бежим за этим аэростатом, рассчитывая, что путь... Все, не хочется, чтобы я ее читал, потому что, это невозможно. Давайте я вас пока включу. Опять опиха не работает. Работает. Тихо. Дмитрий говорит, стримов по Геншину давно не было, наверстываем норму по буллингу. Понял. Какая Лайла? Алло. Ланянь, точнее. Ехай. Так, подождите, а вы уверены, что громкость чата какая нужна?
Секунду. Эндрюс говорит, тебе уже все намекает, что пора в другие регионы за дейликами. О, я так не хочу в Лиу идти за дейликами, Райка ты не говорит, а на представляешь. что ток Мика? Токас, у меня уже даже экзамен прошел, и я его прошла, так что теперь я официально 11 класс хы-хы. Вот, Йипли я говорит, озвучку вернул. озвучка какая-то тихая. А что за задержка? Не-не-не, ТикТок только что отвалился. Он уже не работает, забей. Я ничего не могу сделать с ТикТоком. Прям ничего не могу сделать, потому что в кино его вводил. Карина, привет. Так у тебя еще и на Zoom сумер... Так я понимаю, надо же по очереди. Готово. Спасибо, путешественница. Задание по сопровождению на этот раз прошло гладко. Ты чё? Ты что, употребляешь? Какое гладко? Я тут мобов убивал. Ты где была вообще? Но неужели поручение искателя приключений всегда проходит таким образом? Бывают и другие поручения. Со временем ты все поймешь. Эй, не делай такой... что? Понурый вид. О, господи, я первый раз слышу это слово. Что такое понурый? Понурый вид. Ясно. Хорошо, я буду трудиться, не покладая рук. А когда накоплю денег, отправлюсь вместе с братом, папой и мамой путешествовать. Энтони всегда хотел путешествовать, но ему приходилось ухаживать за мной, когда я болела. Но теперь я выздоровела и стала искательницей приключений. Хе-хе, настал час исполнить мечты брата. Ты бы дома сидела, он был бы рад. Собака ты, неблагодарная. Понурый, подавленный. Серьезно? Угрюмый? Ну, полегче. Беда. Так, господа, дамы и господа на ТикТоке. Не работает. Не работает ТикТок. Я не знаю, он отказывается работать, пусть идет в задницу. Может вообще ТикТок выключить и будем сидеть уютной компашкой на Твиче, Ютубчике и Трова? Что думаете? А то люди приходят, мне пишут, а я не вижу. Так вот, дейлик мы выполнили. Понурый, состояние подавленности, обреченности и уныния. Жизнь какая. Так. Туда это ТикТок, да. Давайте сделаем так. Смотрите, мне нужно было для прокачки коровки оружия. А, мы прокачали. Серьезно? А ты? Вот. Понедельник, четверг, воскресенье. Сегодня суббота. Покупается звездную пыль. Покупаем. Так, есть такое. А как-то мы мало купили. Покупается звездную пыль. Распродано. Окей. Так, Тенра, а правда, что ты держишь Пими в подвале? Неправда. Быстренько перебегаю из ТикТока на Твич. Правильно, правильно, потому что туда это ТикТок. Ну, правда, я просто не вижу, что вы там пишете, к сожалению. Так, ладно, куда мы идем? Па-па-па-па-па. В принципе, я могу смолу тогда слить куда-нибудь в бесполезное место, типа на деньги. Потому что деньги постоянно заканчиваются. Вот. Так, здесь 90... Кого мы качали? Я уже забыл. У нас есть вот эта женщина прекрасная. Ее, кстати, надо будет одеть. Ей нужно прокачивать зонтик. Вот эти штуки когда? Четверг, воскресенье. Короче, в субботу... Суббота день, когда ты ничего не можешь сделать. Я правильно понимаю? Кто у нас? Сиджвин. Оружие. Улучшить. Цепи. Суббота, ничего себе. А нам нужна Сиджвин? Кто-нибудь скажите, пожалуйста. Она сказала, что держишь. Ничего не правда. Куя казаха с 5-й крутки выбил. Поздравляю. Подожди, казаха? Чё там? Кстати, да. Кстати, да. Вот это вот выбил, да? Смотрите. Сосиска нам... Он прикольный, кстати, кинча. Я бы, на самом деле, выбил бы передвигаться по миру, потому что он прикольный. Это прям безоговорочно. Посмотрите, как она достает меч.
Райден нам по-любому нужна. Здесь мы ничего не крутим. Вот здесь Чиори крутить я не буду, потому что, ну, мне не нужна C2. Или нужна? Смотрите, она у меня второй демагер. Я думаю, что я сделаю 2 отряда. Первый будет с Чиори, второй с Фаресой. Вот. Куда мне влезет Райден? Куда я смогу закинуть Райден? Казуха, ты можешь, пожалуйста... Короче, ТикТок, перейдите в ютубчик или Твич, потому что не хочет ТикТок работать. Ваши сообщения я толком не вижу. Привет, на каком сервере играешь? Я играю на Европе. Цель стать... Ой, извините, это у меня. Вот. Цель стать ножными для Райдена. Нет, алло. Цель, чтобы она стала нашими ножными. Мне нужна с Чиори C2? Созвездие. Что мне дает Фижма вот говорит. это? Текст Green Game Over. Так, площадь атаки куклы автоматона, тамота навыка порхания Хасоды увеличивается на 50%. Кроме того, если в отряде есть геоперсонажи, помимо Чиори, после завершения выпада порхания Хасоды активируются следующие эффекты. Призывает еще одну тамоту. Одновременно может существовать только одна дополнительная кукла автоматон тамота. Не понял. Одна дополнительная. То есть от того, что у меня там уже есть дед с геоконструкцией. Мне не нужна будет геоконструкция. Мне не нужна будет геоконструкция, правильно понимаю? То есть то, что у меня дед делал геоконструкцию, потом я создавал тамота, теперь я условно могу Навию поставить в команду, и от того, что оно просто у меня будет лежать, у меня будет уже создаваться 2 куклы. Это хорошо. Тамота призывает Тамота. Призванная Чиори этим способом либо с геоконструкцией. Вот, да, я правильно понял. Активирует пассивный талант что украшенная парча. Требуется разблокировать пассивный талант украшенная парча. Пассивный талант. Таланты. Когда член отряда поблизости создает геоконструкцию, Чиори на 20 секунд получает 20%. Все понял. Неплохо. На самом деле C1 неплохо. Ты говоришь C2, как будто у тебя есть C1. Я же сказал C1. Ну, я имел в виду вот это. В течение 10 секунд после применения навыка Хёку парные клинки, это, я так понимаю, ее ульта, раз в 3 секунды рядом с вашим активным персонажем будет призываться простая кукла автоматон Кину. Что-то новенькое. Простая кукла автоматон Кину будет атаковать врагов поблизости, нанося геоурон по площади, равный 170% урона куклы автоматоны Тамоты. Что? Этот урон считается уроном элементального навыка. Выполнив одну атаку или... просуществовав 3 секунды, простая кукла автоматон Кину покидает поле боя. Одна атака, либо 3 секунды, каждые 3 секунды. После это не так круто, как казалось, окей. Короче, Чиори мне как будто бы не нужна. Я бы, конечно, крутанул бы разочек прям. Твое превью очень красивое, мне оно прям понравилось. Тебе репост за превью. Хорошо. Спасибо. Так. Истинно так, ох уж эти закон фантастики. Консты. Саика говорит. Не понял. Ина, море, то курице. Хрубоне, то. Вот ее бы я выпил. Как выпил. Ника. Как дела? Кстати, Я бы ее выпил. Чита не спросила. Я бы ее выбил. Он нам не нужен, ее бы я тоже говорит, выбил. Да Кадзуху. WQ Барк говорит. Да не хочу, мне не Приветик. нужен Казуха. А ты на Её каком бы я сервере выбил. играешь? Да я бы всех выбил, девчонок. На Европе. Сигнал у нас есть. Блин. Короче, крутим Райден. Все. Мы крутим Райден. Нам дали халявных круток? Не дали. А где халявные крутки, я не понял. Сегодня 31-е. Завтра будут халявные крутки, да? Я правильно понимаю? Давайте Райден крутить. Кручу-верчу.
Эндрюс говорит, Райден без конст и Сигны сейчас не очень вывозит контент. В смысле? Предвестник Зари. Давайте так. Стоп, подождите, я вас выключу. Давайте так. Кто мне нужен? Я хочу сделать отряд, где будет дед, Чиори и еще 2 человека. Чиори, я так понимаю, карманный ДД, поэтому ей нужно... Я бы засунул Навию, и пусть у меня будет там 3 гео. Ну, к примеру. Вот. Чтобы Чиори выстрелила, она же потом свапает автоматом, на Навию свапает, и Навия уже наносит демаг. Вот. И второй отряд я хочу сделать с коровкой. Вот, поэтому я могу, в принципе, кого-нибудь из этих повыбивать, чтобы дополнить эти отряды. Огненных мы точно не крутим. Может, Какоми выбить? Она такая классная. Брат, крути по Y-фактор. Вот это я одобряю. А так любой перс выводит все что угодно. Вот это я одобряю. Крути, кто нравится, если крутить, кто полезен, то тут Казуху крутить. Нет, вайфу, алло. Нет, я понимаю, что если прокачать, как бы будет все ок. Ну просто, допустим, коровка очень сильно выбивается. Я ее чуть-чуть вкачал, а она прям имба-имба. Так. Райден очень сильна, по-любому тебе нужна. У меня откручено. Сколько у меня откручено? История. Алло. Миронс У меня XL откручено говорит, 19. если хочешь разгонять урон, то надо казаха. Не, мне не надо. Кстати, вот она у меня вроде есть, но я бы ее еще выбил бы. И вот ее бы... Сара у меня 100% есть. Вот про нее не помню. Сергей Чернов говорит, здравствуйте, Тена. Здравствуйте, Сергей. Эндрюс говорит, казах в прошлой жизни был вайфушкой. Так не работает. Мне кажется, ты втираешь мне какую-то дичь. Скажите, пожалуйста. А здесь история у них отдельная? Серьезно? Но я никого не выбью, получается. Я бы выбил Какоми, потому что она прям классная. Ипли говорит, Эндрюс ахах, а вы неплохо продаете. Райка говорит, Меня не я разведешь. когда-то за нее играла, и она жесть как сильна, так что Райден. Ай, крути. Анамика говорит, Эндрюс, ты пытался. Фазблу смилинг. Не, давайте, ладно, давайте я буду реально крутить ее, потому что она классная. Я все хотел еще с первых... Как только я начал играть в Геншин, когда увидел первый раз Райден, я сказал, что она моя вайфу. Вот, поэтому сказанного не забрать. Давайте покрутим. Вот так вот. Давайте крутить Райден. Анамика говорит, одобряю. Меч драконьей крови. Red Orange Whistling. Райка говорит, Райден айка казаха крути. Миронс XL говорит, вот Райден все еще Клятва классная. стрелка. Миронс XL говорит, первая лего. Серьезно? Везет. Ипли говорит, давай крути Изумрудный Райден, шар. будешь потом для ее копья рыбу ловить. А я половлю, и все будет хорошо с ней. Какой Манштат кайфовый, я не могу. Вообще не хочу из Манштата уходить, прекратите чат. Давайте я быстренько куда-нибудь солью. Смотрите, что нам нужно для Райден? Как мне посмотреть, что мне нужно для Райден? Я не могу. Если мы нажмем галереи персонажей. Вот. Мы просто заранее начнем для нее выбивать. Вдруг что-то, что ей нужно... Ипли говорит, Мы для можем Райден выбить. нужен босс на острове, который ты не открыл. Так. А я не могу, да, видеть? Ну и ладно. Хорошо, Навия. Что Райка нужно говорит, для Навии? Да не надо, да и плюс новая обнова. Как раз связана с Манштатом. Вот это мне нужно. Эндрюс говорит, Ой. там нужны еще и цветы на том острове, который ты не открыл. Мы же на прошлом стриме это делали, да?
Давайте быстренько вот это сейчас вот сюда сольем смолу и пойдем по квестам. Что-то у меня горло так хрипит. Я быстренько в кого-нибудь войду. Быстренько. Тавибита. Миронс XL говорит. Фурия. И цветы, Ладно, и давайте. босс на одном острове для Райден. Давайте будем это последовательно теперь идти. Сейчас я закреплю сообщение с Микой. Мика, пускай свои дырочки. Расчехляй свои дырочки. Так, у Мики. Посмотрите инфу. Фижма говорит. 7-1, Дядя 7-7, Тимур, 8, вам 9, Тимми 9, передал. 7, 7, Привет. Хотите 7, взаимной? 2. Привет. Да. Райка говорит. Да я слежу за обновами, мне в тет нижнее подчеркивание. Вот, это В тет часто UID. попадаются сливы обнов по Геншину. Well. Это UID Мики, поэтому входите, кто хотите. Можно я коровку возьму? Так, мне нужен я, и я буду коровкой. Узер говорит. Привет, можно с тобой. Сколько? Пока нельзя. Фижма говорит. Пими передал Спасибо. привет. Хорошо, спасибо. Спасибо за подписку. Здравствуйте. Вы такие красивые. Да прекрати играть, я тебя очень прошу, я уже здесь был 100 раз, почему ты лагаешь? Анна Мика говорит. Серьезно, так Нам залипательно. Капелия. Да, да. Анна Мика говорит. Или Капелюс. Капелиус, подожди. Капелиус же. Возвысить. Капелиус. А чё, вы уже готовы? Анна Мика говорит. Ай. Фижма говорит. Я сегодня работаю почтальон Печкин. Хотите передать Пиме что-то? Я не понял, а у нас что, кого-то не хватает? Алло. Я же UID вам написал, вы что, не хотите в Мику войти? Осуждаю. Райка говорит. Ого, какая красита они танцуют, как будто они на балу Я каком-то или умер! так и есть. Анна Мика говорит. Я Капелию нажала. Все сломало, понятно. Куда бежать? Кто я, где я? Что происходит? Подожди, куда бежать? Одна дырочка в Мике есть. Чатик. Можно я пока сделаю вот это и вот это? Поехали. Это надо собрать, да, теперь? Это же по-любому нам тоже нужно будет, да, вот это вот? Райка говорит. Кстати, Тенра. Не А собирай, там что, не типа открывай. фонтаны так? Че, уйти? Епли говорит. Не собирай. Ладно, Анна Мика говорит. кричат Не на меня. открывай. Все. Так, дырочка есть в Мике. Ло. Узер говорит. Я. Узер говорит. Шас, 7, зайду. 1, 7, 7, 8, 9, 9, 7, ой, 7, 2. Вот вам на 120 секунд. Одна дырочка есть. Все, они танцуют уже нормально. Вы такие медленные. Красота. О, у них это сердце, вон, они в центре. Ту штуку, которую мы выбиваем, она находится у них в груди. Прикольно. Прикольная деталька.
Главное не отъехать. Кстати, а когда... Нет, 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 нет. А что за дамаг, алё? Раньше такого не было. В наше время такой фигни не было. Мирон Тихо, 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 говорит, тихо. я тут не отвечает, Мика. Скорее всего, ну, потому что уже это... Ой, я не понимаю, как я отъезжаю так быстро. Раньше же было все хорошо. А сейчас не очень хорошо. Это со мной что-то не так или с вами что-то Миронс не так? XL говорит, а заполнено уже. Да. Миронс XL говорит, эх, Простите, пожалуйста. Обидели коровку. Кар Лайф говорит, привет, Тенра, привет всем. Привет, привет. 3 штучки дали. Так. Мы... Я, наверное, вне стрима сделаю... Пособираю вот эти штуки, которые под водой собираются. Чтобы время сейчас не тратить, мы убьем быстренько босса, и я уже пойду в Сумиру проходить квесты. Потому что времечко идет. Все дела. Можно с вами также? Блин, это так красиво. Я не могу на это вот. Знаете еще, они так двигаются, вот эти вот штуки. Кто смотрел в детстве фильм «Роботы», он прям так и назывался, надо будет пересмотреть. Мультик. Там вот они тоже на таких штуках катались. Прям классный мультик был, любил его в детстве. А чё ХП не уходит? У них ХП не уходит. Уходит. Бей, круши, ломай. Не умирай. Только не умри. Мать, уже конец. Живи. О, ты кто? Фишма отъехал. Япи сейчас умрет. Почему он такой сильный? Ладно, и хотя бы я не отъехал. Вы не бегите тогда сразу сюда. 4 выпало, ничего себе. Ничего себе. Епли говорит, он 2 стихиями бьет, и реакция вызывает. Попали на реакцию, словили крит и отъехали. Но просто я не помню, что было в прошлый раз такое. Мы вроде в прошлый раз его прям так легко убивали. Ну, по крайней мере, я не чувствовал. Может быть, вы что-то... Да, блин. Телепортируйтесь назад. Вы что, шутите? Алло. Меня булит. Можно, чтобы все здесь появились? О, ты кто такой? Милота такая. Япи, ты чё? Япи психанул. Узер говорит, грузит. Узер говорит, какой сервер? Сервер Европа.
Что это было? Надо дождаться, пока они не начнут, поэтому дамаг не проходит, да? Видимо, да. Мика, спасибо, что нас хилишь. Мы бы отъехали, наверное, уже. Я отъеду. Бегим, 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 бегим. Япи, Фижма! Мы с Микой вдвоем. Саса, Гео, алло. Кажется, что-то сейчас будет, не? Угу. Кино Живи. Шортс говорит. Привет, не шаришь по Привет. Есть какие-то квесты-задания, где можно смолы много залутать? 55 ранг вообще не хватает. Слил в начале игры по глупости дурак, сейчас до сих пор с ней траблы. Ну, насколько я знаю, тебе нужно купить БП. Из БП можешь собирать дополнительную смолу. Так больше я не знаю. Она вроде в мире просто так не лутается. Только там задания легенд. Ну, такие большие квесты, либо БП. Только так. Насколько мне известно. Блин, мы его не убили. Давайте отряд поменяем или что-нибудь сделаем. Потому что прям беда. Без Беннета неиграбельно, пишет без Беннета неиграбельно. Говорит. Понял. Грустно, донатить чет. Не хочет снять. Я понимаю, но тогда квесты проходи. За некоторые квесты дает. Кого я могу взять, чтобы принести какую-то пользу? Я могу Чиори взять. А Мика может деда взять, чтобы всем щит давать. Ну, как-то так. Я не знаю. Яби может всех хилить, а Фижма будет красивым в нашем отряде. Ты чё снимаешь? Ты в курсе, что тут битва происходит? Алло, собака. Ну что, давайте попробуем. Так, сейчас пока не бьется, да? Вы так долго заводитесь. Кино Шортс говорит. Я сейчас вообще крутил баннер и Надзуму, надеялся на ИТ. Ну, на край, если проигрыш, то на Аяку слэш Аята. А выпадает Ой, я. сейчас так хорошо А идет. Мику я так задротил, что за дней 5-6 последние 75 крутых на фарме. И падает она пол. Падает она. Это было так легко. Это было так легко, прям вообще невозможно. Так, что у меня, сколько еще? Еще 2 раза можем. 2 разочка. Так, я сейчас вообще крутил баннеры на Дзуме, надеялся на то, что Ита, но на окраине, если проигрыш, то на Аяку Аята. Так, все здесь? Где еще человек? А, уже убежал, все окей. А на Мика говорит. Йоу, успех. Да. Фижма говорит. Я соло-улыбка. Какое соло со соло? Это все киберспортивные тактики. А я теперь медленный. Ой, это не добавило скорости. Мика, перестань спорт устраивать. Уходи. Мика деду хвостик засунула, как не стыдно. Кино Шортс говорит. Я? Мика вообще мета нынче. Я не знаю. А на Мика говорит хих. Карлайф говорит. Тенра, ты будешь крутить баннер Хроник? Нет, я Райден кручу. У меня Райден нету, вы все крутые ходите с Райдена, а у меня-то ее нету.
И как мне жить? Так, куда, где? Покажи настройки Райка графики. говорит, ладно, Сейчас, я пойду. секунду, У меня секунду. есть домашние дела. Надо Давай. лестницу подмести и сделать маску. Вернусь Умничка. через 15. Давай, дела. Думаю. Так, настройки графики. Я понимаю, что ты хочешь, но это обычные настройки графики здесь. Фижма говорит, Нет у меня тоже ничего нету Райдена, такого и 100 особенного. больше, чем печальная гримаса. Кар Лайф говорит, улыбка. Эту цветокоррекцию, если ты про цветокоррекцию, я ее отдельно сам настраивал, потому что у Геншина очень неправильная цветокоррекция. Да, у меня немножко засветы есть, но, опять же, это проблемы Геншина. Он не позволяет мне подключить так, как я хочу. Вот. Но я считаю, что Геншин должен быть красочным и красивым, а не то, что он выдает из коробки. Поэтому я себе так подкрутил. Скирк собираешься убивать? Я ее вроде видел, да, она очень прикольная, и, скорее всего, буду убивать. Опять же, я кручу каждый баннер, поэтому... ЧХВ Нинджа говорит, Клоринда be like. Спаркус говорит, как у тебя так все Татьяна Телегина говорит, весимо переведа. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. 1000 лет вас не говорит, было. привет. Привет. Бей, круши, ломай. Все. Так, и последний разочек и уходим отсюда. Да. Так. Все здесь? Татьяна Алло, Телегина 4-й. говорит, Фижма. весьма переведа. Привет. Фижма. Ой, засранец. Ой, руина. Вот, все, пойдем. Милашка говорит, привет, Тенряшка. Привет, милашка. Блин, это Костиел же... говорит, Чея, Это так напоминает Аркейн. Кто смотрел Аркейн, это прям так Фижма похоже на их говорит, архитектуру в стрим Верхнем немного городе. Ну там Костиел секунд говорит, 5-6, да. вчера до ночи стримил. Да нет, вроде. Я вроде в 12 закончил, если я не помню уже. Го драться, собаки. Пустите, пустите! Они меня... О, беда. Милашка говорит, Скирк, будешь крутить Тенряшка? Буду. Татьяна Телегина говорит, какой 1000 лет? Ну вот так вот. У вас, походу, реально стримчик отстает. Вы либо страницу обновите, либо нажмите на лайк, чтобы вы были в лайве. Я говорю про ютубчик. А то либо ответ был очень долгий, либо... О, ледяная клятва. Костиел Достижение говорит, дали. ну, в 1+ часов стрим еще шел. Да? Ой, беда. Подождите. Мы что, один раз лишний сделали? А мне сколько этих штук надо? Возвысить. Мне их по-любому еще Татьяна вагон. Телегина Ладно. говорит, я делаю так, то же самое, но ничего, переживу. То же самое, ничего, не совсем понял, о чем речь. Так, все. Ладно. Мика, спасибо, что пустила нас в свои вот эти вот USE RXSHTM я Пифижма, спасибо, что говорит, помогли нам. Привет. Все, я ухожу. Артём Спасибо большое. говорит, Привет. Что думаешь насчет Хутао, мета или нет? У меня вайфу гейминг. Там XSHDM другое. говорит, сделай гайд на теории.
Спайдер-котики говорит «Привет». Я не шарю в Арлекина Геншине. говорит «Ни хрена себе качество идеальное». USHRXSHDN говорит «Сделай гайд на теории». Анна Мика говорит «Обращайтесь, подмигивание». Спасибочки. Ну что, погнали в Сумеру. Подождите, давайте сделаем как. Вот так. Кастиел Вот говорит так. «Тичток ожил». Не-не, он волнами просыпается, но на самом деле он мертвый. Я же не могу, ну да. Еще я хочу как-нибудь сделать опять молчаливый стрим и Милашка просто побегать говорит собирать ресурсы. «Тенряшка уже стал очень сильным». К звездам и безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Спасибо, Катерина. Тенряшка казался очень сильным, кажется, будто бы недавно был новичком. Ну, отчасти, да. Тенра, фоточки не будет? Не будет фоточки. Не будет, потому что... Все. Мы молодцы. Кстати, у меня же там висит вот это оружие. Давайте выберем. Фижма говорит «Жаль, Вот это. жаль». Вот это. Что мне здесь брать? Смотрите, у меня есть... Кого мне нужно прокачать? У меня есть... Милашка говорит «Тенряшка». Кстати, у меня почти 60 ранг. О, панч чуточку. Ой, ну ты Осталось. молодец. Фижма говорит Это не задержка, «Два рук кость». Артем. Смотри. Господа, дамы и господа в Фижма ТикТоке. говорит «Он топовый». Ва-ва-ва-ва. Дамы и господа в ТикТоке, перейдите, пожалуйста, на ютубчик или Твич, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас не было задержки, и чтобы ваши сообщения 100% прошли, потому что я их увидел, и все их увидели. Потому что вот тут вот это все, оно не перейдет. Просто зайдите в любую платформу, напишите Тенра, и я буду первый. Я буду первый. Вот, так чё? Дворук кость. Нет, мне нужно на кого-то же. У меня же есть персонажи, мне нужно в кого-то, чего-то. Вот. Тест? Что тест? Какой тест? Кастиел Бери трезубец говорит красный. «Бери трезубец Для кого? красный». Поясните, объяснитесь. Договоритесь. Юки Так, Джейн, говорит я пока пойду. «Задержку мерил». Кастиел говорит «Или красный меч». Фижма говорит «Однорукарсный такой он, сильный». Так сильный для кого? Мне нужно для моих персонажей, которыми я играю. Мне он нафиг не нужен просто так. Алекс говорит «Привет, можно в друзья?» Привет, Алекс. Это ты мне кинул заявку, да? Кастиел говорит «Для однорука». Вот это ты? Анна Мика говорит «У кого из персов, которыми ты играешь, нет норм оружия?» Я не знаю. Фижма Хороший говорит вопрос. «А что у тебя есть в Д?» «Д?» Кастиел говорит «Ну для теории Сигна есть». Сигна Алекс есть, говорит да. «Нет». У деда... Нет, не ты. Смотри, я Кастиел добавляю, говорит, друзья, тех, «Все уговорили, кто качаю Геншин». периодически сидит Карлайф вообще на говорит стримах. «Может для Райден пушку, чтоб Сигну не выбивать». Какую пушку для Артем Райден? СННСБ говорит «Х». Эй, Э. пришел Сиктока, здравствуйте. Кастиел говорит «У деда полусигна». Ну, деду Алекс вроде там не говорит, нужно, он ок. же не бьет там толком. Кастиел говорит «Какие персы есть». Епри Смотрите, говорит мне нужно «На для Райден нее. пушку за рыбалку не получишь, и норм будет». Окей. Артем СННСБ Для говорит нее. «Да, салам». Милашка говорит «Я у Тенряшка в друзьях, почти сразу заселя в друзьях. Горжусь этим». Кастиел говорит «Для Варисы норм орудка». Окей. Так, кто у нас еще есть? Кастиел Сетлали. говорит «У нее тоже полусигна». Сетлали у нас по Епри фэшну говорит, одета. На Синжвин церемон ставят вроде. Кастиел говорит «Это ИМБА». Сменить церемониальный. Фижма говорит Вот «Ей этот? не надо эти оружия». Даньяр Шеймарданов говорит «Всем привет». Восстановление энергии? Нет, Фижма ХП. говорит, Она же Светлане хилит, надо нет? мисс. МС? А у меня нет таких луков. Нет, есть, вот.
Алло, бесструнный. Кастиэл говорит. И, кстати, похож «Оставь на под ХП фэшн. Сиджвин». Карлайф говорит. О, сейчас Может опять пробудить какое-нибудь оружие. начнется. Кастиэл говорит. А Ситлали ставишь черемониальный? Она же не лучник. Вы чё? А, мемуары, вот это. Кастиэл говорит. П ей оставь и всяма. Фижма говорит. Ситлали надо мыс. А ну вот это Милашка подходит говорит, мастерству стихии. Ладненький тенряшка. Пойду копить круточки. Давай, давай. Анна Мика говорит. У Сиджвин на ХП. Фасред Друпи Айс, они прамсы для Ситлали. Во-во-во-во, все. Кастиэл говорит. Ей чем больше тэп, лучше. Ну вот это Кастиэл неплохо. П. У нее сейчас надета фэшн вот этот. Сила атаки. А вы хотите, чтобы у нее был МС, чтобы я отобрал у Сахарозы. Но я Сахарозу сейчас, кстати, не юзаю практически. Фижма говорит. Можешь взять у Нахиды, она идеальна. На самом деле нет Кастиэл смысла говорит, сейчас ей давать это оружие, потому что Ша. ее Е. нужно сначала возвысить. Ей Она у меня 50 бесполезно. левела. Епли говорит. Сахарозе Фавоний поставь ей, и так норм будет. Опять набухалась. Ох, что ж за женщина. Ладно, Ситлали прокачаем. Артем СННСБ говорит. Сахароза покруче казаха будет. Вот туда их. Так, я вас отключаю. Я не вижу смысла сейчас раздевать Сахарозу, потому что... если я даже церемониальный отдам, господи, Ситлали, то он ей не нужен, потому что я ее не использую. У нее она не вкачанная, она не возвышенная. Так, напомните, отправляйтесь на Большой базар. Это Большой базар? Что это? Где это? Вы базар? А, это внизу. Откройте. Всегда есть смысл раздевать Сахар. Не, ну это... Тут вопросов нету, я же не про то. Бета-базар. Что такое? Я опять... Меня так смущает, что я какой-то вор. Как туда попасть? Ниже. Ладно, давайте ниже. Да, ба-ба-ба, пустите. Мы идем под землю, это подземный базар, это прикольно. Город Сумеру. Пошляки тут собрались, ни разу не было такого. На моих стримах пошлости не бывает. Геншин сам это показывает, я не виноват. Нилу, прошу прощения, я опоздала. Дуньярзада, ты так долго не приходила. Я думала, что они заперли тебя дома. Не ожидала тебя, что тебе удастся сбежать. Дехи, а ты что ты здесь делаешь? Неужели Дехи схватила тебя, Дуньярзада? Подобная ситуация действительно имела место, но не будем об этом. Дехи теперь на нашей стороне. Ну, не совсем так. А это кто с тобой? Это путешественница и Пайман, мои новые друзья. Они недавно суммируют и хотят узнать больше о малой властительнице Кусанали. Значит, вы чужеземные почитатели Денра Архонта? Да. Отлично. Вам непременно нужно побывать на Сабзерузе. Дуньярзада, посмотри, мы уже начали обустраивать большой базар. И... Обустраивать. Благодаря твоей финансовой поддержке в этот раз мы смогли сделать фестиваль таким грандиозным. Не благодари меня. Единственное, что я могу сделать... Это единственное, что я могу сделать. Кстати, моря еще хватает? Более-менее. Но не волнуйся. Мы полностью обновили сцену. Пойдем, я покажу тебе. Пойдем. Извините, я сворую. Извините. Извините. Прикольно. Ну, есть, конечно, здесь... Ладно, я не буду свои комментарии пихать сюда.
Ух ты! Сцена впечатляет! Хорошо получилось. Когда я была здесь в последний раз, в лестнице были дыры. Лестница — это мелочь. Недавно мы обнаружили, что с дерева над сценой может упасть большой кусок коры. Зубаир был очень обеспокоен. Мы несколько раз сообщили об этом в академию, но они так никого и не прислали. Нам пришлось отменить представление на несколько недель во избежание несчастного случая. Почему никто не решил этот вопрос? Наверное, потому что это была просьба театра. Люди из академии всегда свысока смотрят на нас, певцов и актеров. Думаю, они будут рады, если театр закроется навсегда. Но если мы не откроемся, то не только всем работникам театра не на что будет жить, но и Сабзерус не сможет состояться. Слава Архонта, Дуэньерзада вовремя профинансировал нас, и мы смогли не только решить проблему с деревом, но и полностью обновить сцену. Ну, красиво, кстати. Во время праздника сцена будет еще прекраснее, вот увидите. Жду не дождусь, когда увижу тебя на сцене. Так долго готовилась к Сабзерусу, и в этот раз ты, наконец, сможешь осуществить свою мечту. Это наша мечта. Я буду стараться изо всех сил. Нилу, что ты будешь исполнять? Нилу будет исполнять танец Сабзерус. Это самое главное представление Сабзеруса. Дуэньерзада, ты уже рассказала им историю возникновения праздника? Еще нет. Я рассказала им немного о великой властительнице Рукавадате и малой властительнице Кусанале. Тогда я расскажу о происхождении праздника. Согласно легенде, Сабзерус изначально обозначал поздравление... Что? Поздравление божества цветов с днем рождения великой властительницы. Давным-давно, когда великая властительница Рукавадата праздновала свой день рождения, друзья устроили пир в ее честь. На этом пиру божества напились, кто-то стал играть на музыкальных инструментах, а великая властительница Рукавадата начала петь, а божество цветов танцевать. Пока божество цветов исполняло свой танец, бесчисленные прекрасные падисары выросли везде, где она наступала. Прекрасные красные и пурпурные цветы образовали сцену, и все божества вскликнули: «О, если бы этот момент длился вечно!» Похоже, им было весело, звучит немного грустно. Да, многие из упомянутых божеств всегда будут ассоциироваться с войной архонтов, но в Сумеру были и хорошие времена. Даже если этих божеств больше не существует, традиция танцев и в их честь осталась. Мой костюм задумывался специально, чтобы изобразить божество цветов. Мы всего лишь люди, но мы делаем все возможное, чтобы именинница на дне рождения почувствовала себя любимой. С Нилу наши поздравления обязательно дойдут до Дендра Архонта. Я вижу, что... вы расположили падисары вокруг сцены. Падисары — это символ божества цветов. Как жаль, что настоящие падисары ушли из этого мира вслед за божеством цветов. Верно. Великая властительница Рукавадата воссоздала падисары в память об ушедшем божестве цветов, и она так и не смогла повторить прекрасный пурпур тех цветов. Пурпур. Когда я думаю о легендарном танце божества цветов, мне так хочется его увидеть. Если бы только моя сцена была такой же. Нет, мне хватило бы и 2 настоящих падисар. Кстати, путешественница Пайман, я пробудила у вас интерес к Сабзерусу. Придете на празднование? В день рождения малой властительницы Кусанали здесь собираются все ее почитатели. Это хорошая возможность больше узнать о ней. Пайман думает, что это отличная идея. А ты просто хочешь повеселиться, да? Ты просто хочешь посмотреть на танец Нилу, да? Повеселиться.
Нет ничего плохого, чтобы любить праздники. Кроме того, это же день рождения малой властительницы Кусанали. Наверняка она будет счастлива, если еще несколько человек поздравит ее. Тогда решено. Мы вместе примем участие в праздновании Сабзеруса. Договорились. Ну, Ерзада, пойдем я покажу украшения сцены, которые мы выбрали. Путешественница и Пайман. Если вам не интересно, можете погулять по округе. На большом базаре очень любят малую властительницу Кусанали и с нетерпением ждут Сабзеруса. Тогда мы с радостью тут осмотримся, говорит Пайман. Так, ну что? О, Дехи. Переоборудовать сцену таким образом было очень непросто. В этом году Сабзерус обязательно будет иметь большой успех. Я мало что знаю о Большом базаре, но люди говорят, что нравится петь и танцевать. И то, что и другое Академия не очень одобряет. И то, и другое Академия не очень одобряет. О, пудра, которая продается здесь, намного лучше той, что можно найти в других местах. Ее аромат держится дольше. Пудра? Пудра. И она не так пагубно воздействует на кожу. По крайней мере, так говорят. Понял. Понял, Дехи, тебе пудру купить? Прогуляйтесь по Большому базару. Я прочитал скуф. Скуф, ты чё сидишь? Заскуфился тут? Ага, все понятно. Вот все скуфы такие. Красиво похожи, красивый голос — это прирожденный талант. Ну вот. Румари. О, путешественница! У тебя светлые волосы и одежда отличаются от нашей. Ты прибыла из далеких земель? Ты знаешь, что скоро состоится Сабзерус. На празднике будет много интересного, но самая лучшая часть — это когда Фарис, рыцарь цветов, раздает всем сладости. Все понятно. У всех свой интерес, даже у детей. Шримати. На празднике мы увидим танец Сабзерус. Ах, как я танцевала в молодости. В детстве я просила свою бабушку, если танец божества цветов предназначался высшей властительнице Руководачи, то почему мы танцуем его для малой властительницы Кусанали? Моя бабушка сказала, и великая властительница Руководата, и нынешний Дендроархонт — почетные божества. Если божество цветов была знакома с малой властительницей Кусанали, то захотела бы стать ее подругой и отпраздновать ее день рождения. Сабзерус годами потерял свою привлекательность, пока в этом году не вмешалась богатая благотворительница и не вернула праздник жизни. Я слышала, что она вложила кучу моры, чтобы это стало возможным. Рука Девата? А я как? Подожди, а я как прочитал? Рукхаведата? Нет, неправильно. Рукхаведата. Эндрюс, ты не прав. Рукхаведата, а не Рукаведата. Ты чё? Меня Эндрюс булит. Рукхадевата. Рукхадевата. Извините. Тогда вот теперь да. Рукхадевата. Вата, все. Отстаньте. Насильник. Ты насильник? Ты большой для насильника. Фархад. Афиша театра Зубаира. Ближайшее представление спектакль «Торговец из Ормаса» по произведению шейха Зубаира. Специальное представление сегодня вечером. Легенда о рыцаре цветов. Главной роли Нилу. На этой неделе зрителей ждет множество интересных представлений. Мы рады вас видеть в нашем театре. Представление было одобрено Академией, однако перед
Второй проверкой необходимо ввести в репертуар ряд доработок, чтобы спектакли источали больше мудрости. Все понятно. В этом году Сабзерус пройдет с размахом. Там будут не только люди с Большого базара. Жители из других мест тоже приедут совершить покупки. Хотя в Сумеру есть многое. Есть много, а некоторые угощения Сабзеруза можно приобрести только у нас. Если говорить о музыкантах, танцорах и певцах, то на Большом базаре собраны лучшие из них. Конечно, людям из Академии это может не понравиться. Но что за праздник без песен и танцев? Понял. Ты такой позитивный. Это потому что он насильник. О, мы же на сцене, Оло. Что-то я не заметил. Можно я попью? Вот так вот чуть-чуть. Допил кофейку, у меня еще есть пепсяка. Так, Дуньерзада. Нило, у тебя очень красивое платье. Оно не похоже на то, которое было на тебе, когда мы впервые встретились. Хе-хе, я немного перешила и украсила его специально для Сабзеруза. Вот смотри. Ты сама его перешила? Какая ты молодец! Да, у нас в театральной труппе шить все умеют. Потому что мы сами создаем костюмы. Ты знала, что Зубаир умеет не только шить костюмы, но... Зубаир умеет не только шить костюмы, он и реквизит сам делает. О, хочешь применить эту корону, примерить? Ты все время на нее смотришь. Можно? Конечно, в легендах говорится, что у божества цветов на голове были красивые рога. Корона была сделана, чтобы показать это. Ах, Дуньерзада, в этой короне ты выглядишь просто потрясающе, как будто я смотрю на само божество цветов. Ничего себе. Смотри, это же Катерина! О, Катерина мать! Ничего себе, она гуляет. Ты чё такая счастливая, мать? Катерина! На тебя не похоже. Насколько Паймон помнит, Катерина всегда стоит за стойкой гильдии искателя приключений. Паймон никогда не видела, чтобы она отдыхала. Катерина! А? Путешественница и Паймон, привет! О, так вот как ведет себя Катерина, когда не работает. Куда делся формальный тон? Паймон думала, ты всегда говоришь «к звездам и к безднам». Это так, работа за стойкой гильдии искателей приключений не требует больших усилий. Всегда говори и делай одно и то же, все равно, что раз за разом смотреть один и тот же фонтейнский фильм, не так ли? Жизнь была бы скучной. Возьмем, к примеру, вас. Вы путешествуете по Тайвату, чтобы обогатить свой жизненный опыт. Да, нам нравится исследовать разные места и культуры, но основная цель нашего путешествия — найти ее брата. Продолжайте поиски. Иногда ответы на вопросы находятся не в конечной точке путешествия, а на всем его протяжении. Мы слышали что-то подобное недавно. Итак, Катерина, что привело тебя сюда? Тебе тоже нравится Сабзерус? Скорее, я прониклась атмосферой этого места, поэтому мне захотелось прийти сюда снова. Если праздник приносит людям радость, значит в нем есть смысл. О, кажется, мне пора возвращаться. Вы видели это движение? Она закрыла глаза и подняла голову вверх. Увидимся в следующий раз в гильдии искателей приключений. Кстати, благодаря твоей помощи у нас появились новые друзья. Пустынники. Кажется, мы наладили тесный контакт с жителями этого города. Уверена, вы хорошо поладите со здешними людьми. Вы ведь уже вошли в резонанс с Дендрар-элементом. Увидимся. Давай. Сегодня Катерина сама на себя не похожа. Путешественница, Паймон. Что случилось, Дехия?
Госпожа знает, что вы ищете способ встретиться с Денро Архонтом и очень хочет вам помочь. Кажется, я знаю, как можно это сделать. Правда? Как здорово! Не спеши радоваться, возможно, ничего не выйдет. Я отведу вас к одному человеку, чтобы кое о чем спросить. А Дуньярзада? Госпожа устала, она сейчас с Нилу. Я отведу ее домой, после чего мы встретимся возле цитадели Регзара. Договорились! Давай! Давай, дождем. Это сейчас был спойлер на экране, мало кто его заметил. Что было? Чё я не заметил? Ты виновата, Сахар. Сахароза не твоя сестра? Ладно. Пойдемте прогуляемся. Я воришка, извините. У меня это... беда. Падисара. Спину Екатерины? А я видел же. Простите, я опоздала. Потребовалось некоторое время, чтобы убедить моих работодателей, что у молодой госпожи было плохое настроение, и она хотела немного посидеть в гавани. Молодая госпожа уже давно не была в таком хорошем расположении духа. Думаю, мне стоит вас поблагодарить за это. Если бы не вы, ее бы догнали и вернули домой. Дэхья, сперва ты казалась очень грозной. Не ожидала, что ты так заботишься о Дуньярзаде. Я телохранитель. К тому же госпожа оплачивает мои услуги. Это называется профессионализм. Хе-хе. Она смутилась. Она смущена. Эй, вы! Не рассчитываю долго работать на госпожу Дуньярзаду, но надеюсь закончить наше сотрудничество на позитивной ноте, если это возможно. Хватит болтать, пойдемте в цитадель Регзара. Посмотрим, есть ли у моего знакомого способ устроить вам встречу с малой властительницей Кусанали. Видел, но не заметил. Там же у нее ключ, ключик. В общем, я это видел еще в Манштате, я за стойку пролазил. Шеф! О, мы его знаем. Это же Дэхья! Что привело тебя сюда? Не ожидал увидеть вас всех вместе. А, вы знакомы? Ага, гильдия искателей приключений сначала направила нас к Асфанду за информацией. Понятно. Шеф, почему Рукшаха здесь нет. Рукшаха. Здесь нет. Мне бы хотелось, чтобы путешественница узнала о краже. Можно рассказать ей? Он пошел в академию. Великий мудрец недавно приказал укрепить оборону Сумеру. Поэтому нам пришлось призвать наших людей из разных мест. Но раз уж ты заговорила об этом, я сам могу все им рассказать. Благодарю, шеф. Что все-таки случилось? Некоторое время назад Академия кое-что потеряла. Есть вероятность, что этот предмет связан с Денро Архонтом. Не исключено, что это обстоятельство поможет вам встретиться с ней. Полагаю, это один из вариантов. Если хотите знать мое мнение, дело больше касается Академии, чем чего-либо еще. В общем, некоторое время назад Академия отправилась в деревню Ару в пустыне за неким важным предметом. Об этом стало известно, в результате чего их ограбили на обратном пути. Великий мудрец отнесся к этому делу очень серьезно. Он не только поднял на ноги Матру, но и заручился нашей помощью в поисках зацепок. Пока мы не знаем только то, что украденное находится... Пока мы знаем только то, что украденное находится в порт Ормосе. Вы ведь слышали о порт Ормосе? Это крупнейший торговый порт во всем Сумеру. Вы можете добраться туда, выехав из Сумеру и направившись на юг вдоль реки. Поскольку он находится вне досягаемости Академии, атмосфера там более расслабленная. Это привлекает самых разных людей, как хороших, так и плохих. Украденный предмет имеет отношение к Акаши, знаниям и даже божествам. Это все, что я могу вам рассказать.
Если вам интересно, вы можете отправиться в порт Ормос и поспрашивать там. Советую представиться студентам Академии. Студентам? Почему? Шеф, но ведь все студенты находятся в Сумеру. Что им делать в порт Ормосе? Если тебе интересно, отправляйся туда и сама все увидишь. Вот уж увольте, у меня полно дел в семье Хамаяни. Дружеский совет. Если решите пройти в порт Ормос, держите ухо востро, скажем так. Пустынники там не такие дружелюбные, как здесь, в городе Сумеру. Там даже есть экстремисты, которые ходят и выкрикивают лозунги типа «Верните Сумеру царю Дешерету». Говорят, что их движение набирает популярность. Они становятся настоящей головной болью для шефа и остальных. Еще бы. Даже Дешерт мертв уже 1000 лет назад, а они распускают слухи о его возвращении. Нелепо. Не все смотрят на это как вы, шеф. Даже уроженцы пустыни, давно покинувшие родные края, хотят найти свое божество. Путешественница, это все, что я могу вам рассказать. Спасибо, Дехия! Спасибо, Асфанд! Поскольку мы не нашли другой информации в Сумеру, полагаю, нам придется отправиться в порт Ормос. Госпожа с нетерпением ждет встречи с вами на празднике Сабзерус, так что постарайтесь вернуться вовремя. Я помню о своем обещании, мы вернемся ко времени. Хорошо, до встречи на празднике Сабзерус. Давай, Дехи, пока-пока. Так, что произошло в чатике за это время? Так, ударение на первую О. Порт Ормос. Порт Ормос, да? Музыка порта Ормоса в самое кокоро. Мне не послышалось, или там прозвучал Какаш-сенсей? Не знаю. Блин, я забыл, что тут первый акт еще. Какаши везде пролезет. Привет! О, Ханкай Стар Рейл пробовал или планируешь? Нет, с Ханкай мне не понравился. Я видел, мне не залетело. Не планирует, да. У нас Геншин Пати, у нас Геншинята. Геншинята в чате. Дехи. Давненько я не была в цитадели Рекзара. Я немного поболтаю с шефом, а потом вернусь. Он немало сделал для меня. Помните, чтобы попасть в порт Ормос, следуйте... Ормос, да, она тоже говорит Ормос. По реке на юг от порта Сумеру. Берегите себя, увидимся на празднике Сабзерус. Давай. Вы не так просты, если Дехия Пламенная Грива поручилась за вас. Бригада 30 не подчиняется Академии, поскольку мы наемники. Есть много секретной информации, которую я не могу раскрывать. Безопасность города Сумера — главный приоритет бригады 30 и Академии. Я рассказал вам все, что мог, о том, что было украдено у Академии. Притворяться вам студентами в порт Ормосе или нет, решать только вам. Окей. Не хотелось бы, конечно, обманывать, но раз так говорят. Я там не в восторге от пошаговой боевки. Я на самом деле люблю пошаговую боевку. Я когда-нибудь Fallout пройду с первой части. Вот, потому что я играл в Fallout 2, 3 и 4, но первый так и не пощупал. Обожаю второй Fallout в сердечке прям. Привет. Привет. Уж лучше Вову. Не. Если только не с модами. Так, локализация есть, кстати. Так, все, не буду играть в другие игры. У меня есть Геншин, я его буду проходить 300 лет и внукам передам. Серьезно? Давайте сделаем так. Я открою вот эти два телепорта. Если, конечно, у меня есть такая возможность. А где я? Кто в курсе, где я? А, вот он я. Окей. Я открою вот эти два телепорта, и мы пойдем дальше. Я вас пока включу. Утречка всем, давненько меня тут не было. Потерялась в реальном мире со сменой места работы и делами. Говорит, как у вас, Кристин, ребятки-котятки? Кристин, привет. Фиолета говорит, Не Мау, туда. Тед болеет? Да, Тед болеет. Мау.
Йипли говорит, какой же ивент с Тавер Диффенсом говно? Карлайф говорит, Краситен, кусь улыбка. Эндрюс говорит, Кристин кусь. Покусали Кристин, все туда ее. Блин, или мне не идти туда, я потом попаду туда естественным путем. Попаду туда естественным путем. Держись! Ой, дурна. О, все понятно, забулила. Все, уйди. Уйду от тебя. Будешь знать. Кристин Ти говорит, Мика, Эндрюс и Кирлайф. Кусей вам. Что такое? Па-па-па-па. Так, тут бомба. Куда? Что? Почему ему камеру вертит? Флатрон говорит, ивент по типу Клэш Рояля. Я ТДшки люблю, если что. Поэтому, значит, мне зайдет. Анамика Я жду, говорит, завтра последний дороги откроют. наверх существуют, тем временем Тенра. Пойду по дереву, потому что могу себе позволить. Могу себе Позву позволить. смирен. Эндрюс говорит, Туда вас. поменяй Лан Янь на Дендро. На Дендро Архонта? Кстати, мы же хотели на Хиду прокачать еще. Так, давайте поменяем. Раз Эндрюс говорит, а Эндрюс фигни не скажет. Угу. Угу. А, оно скачанное 90 левел. Подожди, оно у нас 90 Йипли левел. говорит, завтра откроют последний, Да, я не знаю. ТД, а боевой. Вот я и хотел его завтра пройти, если у меня Кристин есть Ти говорит, возможность. как тебе Сумеру во всей красе, Очень Тенра? нравится, очень Йипли нравится. говорит, Больше, чем и Т, Надзума, несмотря Д, на то, что по-моему, кончится, музыка наоборот, вообще не завтра. нравится. Эндрюс начнется говорит, завтра. эти цветы не забывай Дендро активировать для быстрого перемещения по Сумеру. Их просто взрывать надо? Смотрите, по поводу... Вот это же завтра откроется. Вот, последний, вот завтра откроется. Я его завтра пройду. У нас будет стримчик по фарму. Ой, тут вот эти палки мне нужны. А вы о чем говорите? 2 дня на вот это. Это, я так понимаю, я не могу пройти. Турбовихарь. Кристенти говорит, цветочки плюют Тестовый Тэшака забег. и дают возможность быть Спайдермуном. Понял. Йипли говорит, про второй? Про второй. Но у него еще 2 дня, я Йипли думаю, мы говорит, можем завтра это симуляция пройти. ливень. Это ТД. Задание. Отслеживать. Могу. А я могу в чем-то чужом мире это пройти? Скажите, пожалуйста. Йипли говорит, не сможешь? А Ну, Намика значит, не говорит, судьба. нет, у себя. Геншина зависимый. Говорит, нет, не можешь. Плохо? Так нельзя? Йипли говорит, и вроде зайти туда тоже не сможешь, там по идее у тебя сюжетная сразу катсцена сработает. Ну вот, я поэтому и говорю, что я туда Йипли это говорит, пропущу. если я правильно понимаю, как это работает. Кристенти говорит, там самое начало Фонтейна можно просто добежать, как уже делали. Нет. Кристенти говорит, можно зайти бочком. Не, я не Эндрюс хочу. говорит, атакой оечной по цветку. Просто там же бочка стоит, она взорвется, мне надамажит опять, как всегда. Что? Где? Зубастая компания. Пацаны, что делаете? Что происходит? Вот там крокодил. Если драться будет, поранить каких-нибудь электрополя. Что-то Пайман сказал, что там какая-то беда. Мясо! Столько мяса! Анамика говорит, меня яса. Мяско. Это мы одобряем. А это что такое? Это что за создание, похожее на овощ? Говорит Пайман. Его Йипли надо было говорит, убить? Сумеру самый мясной регион. Наконец-то. Скоко. Флатрон Здрасте, говорит, охотник. это Арана. Аврелий.
Карлайф говорит, в Сумеру из мобов падает сплошное мяйсо. Здесь так красиво. Чат, я жил, когда был мелкий, у нас, ну, типа, это город, но у нас сбоку от города был лог, овраг. И там уже дальше через него была военная база. И вот в этом овраге было, конечно, не так красиво, но это так похоже на то место, где мы спускались, мы там плавали. Вода была грязнючая, там змеи, собаки плавали всякие сутулые. Но это было так классно. И меня сейчас так флешбэкнуло, прям жутко. И у нас тарзанка, у нас тоже было, наверху было вот такое дерево наклонное, и мы там сделали тарзанку и вот так вот туда пулялись. Как-то мой один друг пульнулся, тарзанка порвалась, и он просто с обрыва улетел вниз, сломал себе руку. Вот. Истории жизни. Очень красивое место, не могу. Пацаны, как вам тут классно жить? Можно я просто забью на своего брата, потому что он пес? Фиолетта говорит, И буду жить здесь. воспоминания. Да. Тут так красиво. Шо? Гипли говорит, а музыка как тебе? А музыка нравится. Вот сейчас нравится. Пацаны. Что по сундукам? Кристенти говорит, единственный отпуск, который могу себе позволить, гулять в джунглях, Сумеру, нервно смеется. Приманин. Такая же. Гипли говорит, а то я помню, ты музыку Сумеру не уважал. Вот это Анамика нравится. говорит, Фазбу Смилинг. Подождите, я вижу окул. Даньяр Шеймарданов говорит, Видел только что так окул. и так забили же на брата. Г сейчас Согласен. просто путешествует и проходит свой путь. Нет, ну нам же вот только что Павел говорит, что у нас главная цель найти брата. Нам только что нас Эндрюс вернули. говорит, Ситару не любит, наверное. Ситару не люблю, да. Прям мне не нравится звук ситары. Это, подождите, это же... Это штуки, теперь надо лучника брать. Мне же нужен был здесь лучник. Татьяна Телегина Не говорит, понял. я Вот это? залипла. Очень красиво и атмосферно. Очень Там бы жить. красиво. Да, я бы тоже там жил. Епли говорит, не забили, просто раз в год только сюжетка с братом и Данслеевым. Отстаньте. Вот ее берем. Колей. И чё? Кристенти говорит. о. Если эти колечки низко, то можно любой заряженкой бить. Эндрюс говорит, привык к использованию пкалеи в Сумеру на исследовании. Так, не понял. Отдай. Епли говорит, не обязательно заряженными из лука стрелять. Так, определитесь, чат. Я не понял, я же открыл тебе, собака. Епли говорит, главное, чтобы дендрограммы были... Я не знаю, зачем я это делаю, но оно делается, Епли поэтому я говорит, делаю. заряженками это если без лука. Эндрюс говорит, дендрогранумами над. Анамика говорит, последний дендрогранумом чпакни. Кристенти говорит, Мгм, это понял. загадка, сундук будет. Мгм. Так, мы уже рядом с... Господи, статуя Архонта. Что такое? Ломать нельзя. Опять ворую. Епли говорит, регион мудрости и загадки уровня. Постреляй в мишень. Прикол говорит, а не бесит это озвучивание чата? А я его выключаю, когда сюжет мы Кристенти читаем, говорит, я его выключаю. домики хоббитов, хе-хе. Я могу из воды куда-нибудь вон туда выбраться, нет?
Ладно. Я слежу за стаминой, я не умру. Татьяна Телегина говорит, хочу там жить. Трикол говорит, Давайте все туда прикольно, но в переедем. теории надоедает. Я понимаю. Ну, зато я всех слышу, всем отвечаю. Так. Ипли говорит, держу палец над клавишей F. Кого ты Эндрюс там говорит, держишь? Прекрати. Полгода уже слушаем, не надоело. А где? вон Кристиан Ти он. говорит, я, кстати, дождалась, Кинича выбила, но 160 круток на это ушло, нас 2 райден не осталось, плаки. Эндрюс говорит, У меня да вообще ладно, все Ипли, по-другому. это же не лужа. Алло. Татьяна Телегина говорит, да, подреживаю. Давайте все туда переедем, будем жить-поживать, Да. до добра наживать. Хех. Сразу Ипли палится, говорит, сколько человеку думаешь, лет. он только в маленьких водоемах тонет. Да я где угодно могу утонуть, уже успокойтесь. Причем в жизни я хорошо плаваю. Ну, типа, прям Платрон хорошо. говорит, 230 круток ждут скирк. Татьяна Телегина Пацаны, говорит, это ваш? я еду. Эндрюс говорит, только мелкие лужи его булят, как правило. Вообще неправда. Даньяр Шеймарданов говорит, с 2 райден сейчас, как с 0 персы от Фонтейна. Анна Мика говорит, в жизни я плаваю, как Тенра в Геншине. Фазбу смилинг. Ипли Вот. говорит, нужен эксперимент. Тенра, нужна лужа, нет времени объяснять. Слышь. Алло. Ты что там нашел? Ты что, попугаев булишь? Пацаны, не слушайте его. Вставай, собака. Вот тебе палка деда. И все. Это на все, что ты способен. Ну такое. Так, вижу окул и вижу еще этот. Тут, наверное, окулы еще так затарены, тут по ним надо летать прям. Этот мир открыт для Кристиан Ти тех, чье говорит, сердце в исполнено джунглях, наверное, благородством. очень влажно, душно и много всяких страшных насекомых, я бы не выжила там. Да, вот это вот есть свой минус, конечно. Татьяна Телегина говорит, ля, он встать не успел, а уже упал, чисто я по утрам, хихи. Трикол говорит, а тебе говорили, что ты выбивал довольно странных персонажей. Надеюсь, они тебе нравятся. Да. Я до сих пор не знаю, куда деть Милу. Мне все говорят, что я херню выбиваю постоянно, потому что у меня вайфу гейминг, и, ну, как бы я кручу тех, кто мне визуально нравится. А мне говорят, что я дурачок и булят меня. Ну, ничего не поделаешь. Вайфу гейминг, он суровый, ты должен быть готов к испытаниям, которые тебе дает судьба. Потому что иначе никак. Эндрюс говорит, духота в тропиках, попец, конечно, на лбу не то, что под временами, а конденсат. Не, я к высоким температурам отношусь абсолютно нормально. Я больше холод не люблю, я такой мерзляк. Я летом под одеялом сплю, поэтому... Вот. Что такое? Кристиан Ти говорит, я жалею только А! о том, что выбила Кли и Аята. Это то же Ага. самое? Почему? Трикол говорит, главное нравится, Да? но за Сиджвин осуждаю. Почему? Кинич говорит привет. Привет. Кинич говорит, Ты куда а как полетел? Кинича хорошо собрать? Ой, это не вопрос к чатику, а не ко мне. А он что, булит меня? Ты что, булишь меня, алло, собака? Анна Мика говорит, с дендрогранумом можно и не заряженкой. А, да? А, это такой Карлайф говорит, прикол. прикол банана Шутки. хочет. Ипли говорит, главное, что выбивает Синджвин, а потом держит ее в подвале. Даньяр Шеймарданов говорит, в свое время выбрал Аята вместо Райдена на их баннере.
Со временем понял, что это было ошибкой. Эндрюс говорит, Кли очень слабый в скоечках старый и в довесок сложный в геймплее перс. Поврежденный страж руин. Останки древнего стража руин. Похоже, в нем совсем не осталось энергии. Тебя запитать? О, что дали? Это что-то квестовое? Да. Куб, состоящий из концентрированной чистой энергии. Кажется, с его помощью можно активировать записывающие устройства некоторых древних конструкций. Это что-то квестовое. Анамика говорит, делай отметку, где собрал куб. Анамика говорит, их там миллиард. А зачем мне эта отметка? Потом вернуться сюда говорит, или что? я его так и не сделал. Йипли говорит, как его без гайда с картой проходить, непонятно. Даньяр Шеймарданов говорит, до сих пор нахожу временами. Ну, если у вас такие проблемы, как бы я даже не буду париться. Ух ты! Кажется, он собирается напасть на нас. О, не собирается. Намика говорит, нет, просто собрать надо будет все, а потом сложно понять, где собирал. Тебя Эндрюс убить? говорит, Тебя отметку победить? поставил, подпиши ее, забудешь, что заметка потом. Что ты делаешь? Кристенти говорит, Кли просто мне очень в летние сюжетки понравилось. Лежит красивая в костюмчике, радует глаз и только... Тебя убить? Тебя убить. Что-то какие-то новая какая-то фигня появилась. И чё? И тебя теперь убить? Или ты обиделся? За друга? А, нет. Все окей. Я думал, он за друга обиделся. Ладно тебе. Кира. Да, аба-баба. А, теперь я могу установить? Что? Я же из тебя его достал. А, нужно 3. Карлайф говорит, и неправильная анимация ожидания с рюкзаком. Эндрюс говорит, это местная загадка на ачивку, таких несколько по сумеру. Все окей. А Намика говорит, с одного собрал, а робот привел тебя туда, куда вставлять. Эндрюс бетсит, отмечай эти места. Я отметил же. Кристенти говорит, с кубами все равно проще, чем с аронарами. Пусти. Застрял. Не умирай. Спасибо. Так. Ой, вас тут... Блин, какой Сумиру классный, я не могу. Так, нам вон туда. Так, давайте... не туда, Кстати, вы мне скажете, что по оружию брать? Вот из этого. Йипли говорит, Что Эндрюс, мне пока нужно? теория Что рабочая. мне нужно? Нужно что? Эндрюс говорит, чем глубже вода, тем меньше шансов утонуть. Даньяр Шеймарданов говорит, арарарарарарар, вроде 72 надо будет найти по карте после их сюжета, да? Татьяна Телегина говорит, я кайфую с графы и окрестностей. Татьяна, кстати, ты же Даньяр пришла на Шеймарданов КС? говорит, Тебе Геншин вообще тоже нравится? забил на них. Трикол говорит, а чем играешь и что есть? Чем Йипли играешь, говорит, что есть? Играю 78. Вот. Ее колей нам нужно прокачать. А Нахиду мы качаем. У нее сейчас вот это. МС. Ей вроде как нужно МС. Если я не ошибаюсь. Потом Сахароза у нас, но она у меня вкачана. Татьяна Телегина говорит, пришла на КС, кайфую, на Геншин пришла, кайфую, хит 2. Эндрюс говорит, Калюшку, максимум, на 50-й. Калюшку? Колей в смысле? А Намика говорит, Татьяна наш бро, Фасред Хард Шап. Трикол говорит, голубой однорук. Голубой однорук. А для чего? Кристенти говорит, Калея только для исследования, чтобы не умирала быстро. Понял. Так, ладно, тогда кто у нас тут еще есть? Сиджвин. Ситлали. Я бы его второй отряд сделал бы. У нее по фэшну око сознания. Татьяна Телегина говорит, Мика, а вы мои бро, меньше чем 3.
Карл Лайф Парузан. говорит, Лайла, что была кстати, тоже крутая прикольная. пушка. Пушка-бомба. Лайла классная. Бейдоу классные. Они вот эти все ваши. Эндрюс говорит, плюс Нахида и Шелонин. Рома Курмизв говорит, привет, Тенра, жест приветствия. Привет. Так чё, мне Кристенти что говорит, брать? я не помню, что у тебя уже по оружкам. БП в наличии. У меня есть вот этот. Я могу его сделать... возвысить. У меня есть вот это, я могу его возвысить, кстати. Как вариант. Ну да, у меня получается только вот эти два кости. А, нет, еще вот это есть, его тоже могу возвысить. Ну, я его Трикол вроде говорит, не я за использую. голубой однорук. Ты за голубой... А для кого волчий клык он нужен? Ты мне скажи, кому мне нужно... В кого засунуть Трикол этот говорит, волчий клык? он подходит Фурине. Фурина? А у меня нет фурины. У меня нет фурины. Это беда. Она мне не выпала. Я ее крутил-вертел, а она меня забулила. Вот. У Чиори у Трикол меня говорит, Сигна. и Теори. У Чиори Сигна. Она у меня стильная, модная, молодежная. Карл Лайф говорит, но Фурени и труба шикарно. Даньяр Шеймарданов говорит, Ситлале можно просто дать эпос о драконорцах для бафа, или же янтарь, чтобы иногда хилить, если получил по лицу и восстановление энергии после ульты. Карл Лайф говорит, наверное. Трикол говорит, а там Сигна. Угу. Бискит говорит, о, привет. О, Пап. привет. Какой пап? Это же тебя усыновил Саня с женой. Я-то при чем? Очень красиво. О, шо-шо-шо. Новое. Эндрюс Надо будет говорит, посмотреть, как это вообще Тенра никогда работает. бы не поставил трубу на Фурину, потому что это супер антифэшн. О, это да, осуждаю. Кристенти говорит, но вообще, либо каталик бирюзовый тогда пробуждать, либо кость. Тайка говорит, приятной игры. Трикол Спасибо. говорит, тогда бери 4-звездную дубину переговоров. Она 4 красивая. Дубины переговоров одобряю, да. Так, ну что, идем? Блин, кажется, я сижу, я уже немножко в нос говорю, потому что я пытаюсь заболеть, походу, Бискут опять. говорит, во что играем? Играем в Genshin Impact. Йипли говорит, труба на Фурине. Это суровый сантехфэшн. Сантехфэшн. А как мне туда попасть? Эндрюс говорит, какая 4-звездная дубина переговоров? Вот Это сюда? Лего 5-звездочная. Мликс говорит, привет. Даньяр Шеймарданов говорит, я бы дубину дал Варисе, Ну вот если эта бы можно музычка было. прикольная. Кристенти говорит, надо Тенри над картошкой подышать. Ага. Да. А Намика А потом говорит, да. съесть её. Бискит говорит, Окей. пусть пап смеется до слез. А Кого? Намика говорит, через низ. Все иду. Вот эта музычка прикольная. Нравится. Блин, не буду здесь бегать, я хочу просто понаслаждаться видами. Бобби говорит, иди лучше в танки играть. Слышь. Сам играй в свои танки. Алло. Че такое? Ты кто? Зубр-бобр. Как тут кайфово. И музычка затихла. Так, ну что, я вас выключаю, чатик. Проходите, проходите, традиционные специи высочайшего качества. Продано! Спасибо большое за неизменную заботу о моем бизнесе. Поверьте, я не выдумываю. Несколько бригад пустынников почти выступило в открытый конфликт, но волнует ли это бригаду 30? Ох, это еще не все.
Ух ты, какое оживленное место! Полагаю, именно таким и должен быть крупнейший порт Сумеру. Может быть, причиной тому слова Дехи, но Паймон не может избавиться от ощущения, что в толпе таится опасность. Давай сориентируемся и начнем поиск информации. А мы знаем, что вещь, которую потеряла Академия, связана с божествами, но больше у нас никакой информации. Асфан посоветовал представиться студентам и Академии. По дороге сюда Паймон заглянула в Акашу. Похоже, у Академии нет исследовательских центров в порт Ормосе. Паймон не может понять, если эту вещь потеряла Академия, не будет ли подозрительным выдавать себя за студентов, чтобы добыть информацию? Давай это и проясним для начала. Это может быть важно для нашего расследования. Сначала поспрашиваем здесь. Рынок оживленный, здесь каждый день бывает много разных людей. Что с графикой имба? Спасибо. Суровые детки. Так, все, нас выключили, да. А как челюсть от плинтуса от красоты? Да, прям красота-красота. Спасибо за подписку. Может быть, кстати, давайте вот здесь сделаем превьюшку. Пока не забыл. Так, я вот так вот сделаю сейчас. И мы замутим превьюшку. Красивая превьюшка с коровкой будет. Так, тихо. Ну, как-то так. Во, все, это и вытащим. Превьюшка есть. Эльхам. Добро пожаловать. Чего изволите, гости дорогие? У тебя тик тоже лагает сегодня? Да, тик очень жутко лагает, не пропускает сообщения. Это все на их стороне, ничего с этим не могу поделать. Здравствуйте! Мы бы хотели задать вам вопрос. В порт Ормосе есть студенты Академии? Конечно, особенно в это время года. Студенты из Сумеры, которые вот-вот закончат обучение, часто приезжают в порт Ормос, чтобы немного развеяться. Многие жалуются, что трудно поступить в Академию, не говоря уже о том, чтобы окончить ее. Но тем, кто заканчивает учебу и становится штатными научными сотрудниками Академии, приходится еще труднее. У нас тут прекрасные пейзажи и спокойная обстановка, не то что в Академии. Некоторые даже говорят, что порт Ормос приносит удачу. Студенты-исследователи скитаются сюда, когда нагрузка в Академии становится чрезмерной. Видите, вон там, это студенты Академии. Они такие серьезные, какие-то нервные. У них такой встревоженный вид с тех пор, как они приехали сюда несколько дней назад. Как по мне, жизнь торговца лучше, пока Акаша учит нас тому, что нам нужно жить... Что нам нужно? Жизнь хороша. Они что-то обсуждают. Давай попробуем послушать. Давай. Так. Секунду. Я опять воришка. Простите. Я клептоман, извините, пожалуйста. Я не знаю, может быть у нас в Казахстане какие-то праздники, у нас опять блокируют что-то ТикТок. Не понимаю. Со вчерашнего дня началось. Я не узнал ничего полезного. Там уже в последнее время на улицах появилось много страшных пустынников. В последнее время в порт Ормосе было много стычек между разными бригадами пустынников. Если мы решим действовать самостоятельно, будет разумно держаться от них подальше. Особенно та бригада, которая постоянно кричит что-то про царя Дэшрета и какое-то воскрешение. Я слышал, что терпение цитадели Рекзара подходит к концу. Как же называется эта группа? Они что-то там... Они называют себя Аин Аль-Ахмар. Аин Аль-Ахмар. До меня дошли слухи, что вещь, которую мы разыскиваем, может быть у них. Что? А вы не знали? Пустынников в порт Ормосе нередко.
из порт Ормоса нередко торгуют подобными вещами. Обычно они довольно настороженно относятся к незнакомцам, но не в случае с студентами Академии. Это потому, что студенты ищут не те вещи, за которыми охотятся пустынники. Пока они знают, что вы студенты, можно спокойно заключать сделки. Я слышал, что их часто можно увидеть в таверне Джафар. Если вы готовы расстаться с 500 000 моры, они снабдят вас информацией о чем угодно. 500 000? Сколько тогда стоит сама вещь, если только за информацию о ней требуются такие баснословные деньги? Все кончено. Похоже, мне не светит стать выпускником Академии. Я бы не стал слишком беспокоиться. Наша область исследований очень узкая. К тому же, кому еще нужны такие знания? Для других они будут абсолютно бесполезны. Вполне здравое рассуждение. Тогда единственное, что нам остается, это найти способ проникнуть внутрь. Почему бы не скинуться и не заплатить за информацию? Ты слышала? Узкая область исследований, редкие знания. Это все звучит довольно подозрительно. Неужели знания можно вот так просто купить? Да, это очень подозрительно. Вещь, которую украли у Академии, связана с сознаниями. Что будем делать? Пойдем в таверну Джафар. Попробуем найти тех пустынников. Ну, они сказали, что информация стоит 500 000 моры. Ты серьезно? А достоверная информация стоит денег. Если они попытаются нас обмануть, я им этого не прощу. Тогда ладно. Пайма никогда не думала, что согласится расстаться с такой суммой. Но если ты знаешь, что делаешь, то стоит попробовать. Так. Что происходит? Сижу всеми с VPN. Ты своим произношением вызовешь сатану. Шо я сказал? Особенно всю миру с их сложными названиями, да. Все тут. Да, люди с ТикТока, я вам категорически советую идти на ютубчик и Твич. Либо Трова. Как вам угодно. Судьба. Чья? Моя? Расскажи. Привет, дружочек. Наверное, эта судьба свела нас в таком прекрасном месте. Всезнайка. Какая-то сомнительная судьба. Моя судьба бесценна. Ха-ха, ну зачем же так? Даже волны, каждый день забегающие в порт, могут быть из разных морей. Разве наша встреча это не чудо? Расскажи, откуда ты? Я многое повидал и кое-что знаю о зимней рыбалке в Снежной, так и о том, как добраться по морю до Фонтейна. Так что можем обсудить все, что угодно. И ушел, вот пес. Трова еще живой? В анонсах уже нет. Да, я знаю, я его просто запускаю, между прочим, там иногда люди появляются, а так... Он как альтернативный способ в случае чего. Так, куда мы идем? Угу. Это, я так полагаю, нам вниз. Ну, дай попьем. Яху! Красота! Так, что тут происходит, пацаны и девчонки? Дырочка! Красивая. Это то самое место, о котором говорили те студенты. Давай сядем и постараемся обнаружить тех, о ком они говорили. Давай. YouTube и Twitch и TikTok тебе не сложно. Ну, все, что я делаю, все, что транслируется сразу на все. Чуть-чуть есть то, что... Вы садитесь и ждете спустя некоторое время. Вы пришли, присаживайтесь, пожалуйста. Дозу! Значит, эти моралисты думают, что могут тягаться с боссом. Как только мы получим силу царя Дэшрета,
Они будут первыми, кого босс покарает. Не стоит их бояться, наш главный соперник. Батальон Каракалов. На этот раз они собрали значительное количество мора, поэтому их нельзя недооценивать. Как батальон Каракалов может конкурировать с боссом, если они всего лишь куча жадных до денег оппортунистов, извините, жаждущих быстрой наживы. Да, босс насколько благочестив, что наверняка сможет использовать эту силу, чтобы вернуть наше божество. Они только о царе Дэшрете и говорят. Похоже, именно их мы ищем. Великая властительница Рукхадевата. Она и ее народ должны быть наказаны за предательство. Никакой пощады. Настанет день, когда царь Дэшрет отомстит Сумеру и покарает их всех. Представительство великой властительницы Рукхадеваты. Паймон тоже интересно, что это все значит. Давай спросим об этом, когда представится возможность. Викин, привет! Пацаны, я танцую, вы рассказываете информацию. Я танцую, а вы рассказываете. Нравится? Нравится? Ладно. Вы кто такие? Зачем пришли? Я учусь в академии. В академии, говоришь? Студентка Академии Сумеры. Что ты забыла в Порт-Ормосе? Я хочу узнать о вещи. Ты обратилась по адресу. Деньги принесла? Дать ему 50 моры. Я хочу дать ему 50 моры. Шутишь надо мной? Шутить надо мной вздумала? Простите, великодушно, она ошиблась. Не играй с огнем. Дать ему 500 даем. У Паймон сердце крови обливается, но у нас нет другого выбора. Держи, это адрес торговца. У него есть то, что вы ищете. Поторопитесь. Чего стоим? Кого ждем? Хочу спросить еще кое-что. Кое-чем. Да, нас интересует царь Дэшрет, о котором вы только что говорили. Мы изучаем археологию в академии. Хорошо. За вашу мору любой вопрос. Вы, должно быть, заметили, что мы все в Аин-аль-Ахмаре, преданные последователи царя Дэшрета. Давным-давно царь Дэшрет основал в пустыне могущественную империю, нашу родину. Это была развитая цивилизация, намного превосходящая современный Сумеру. Царь Дэшрет по праву носил титул божества мудрости, но, к сожалению, он был предан своим доверенным лицом. Она же украла его титул. Ты говоришь о... Да, о великой властительнице Рукхадевате. Та бесстыжая злодейка уничтожила цивилизацию царя Дэшрета и заставила наших предков бежать сюда, где мы вынуждены жить в постоянном страхе перед нашими врагами. Вместе с людьми из Академии она скрыла то, что произошло в действительности, и строила себя саму щедрость и доброжелательность. Меня тошнит от одной мысли об этом. Но история на этом не заканчивается. На самом деле, Дэшрет не совсем мертв, а Оракул в пустыне предсказал его возрождение. Без сомнения, мы горячо приветствуем наше божество, а когда придет время, последователи предательницы и всех жителей пустыни, забывших свое божество, ожидает возмездие. Если вы дрожите от страха сейчас, самое время стать последователем царя Дэшрета. А царь Дэшрет возвращается. Вас, людей из Академии, это не касается. Разговор окончен. Постойте. Он вас обманул. Кто это? Что? Снова этот чудик из Академии.
Да, это я. Я предупреждал, что если вы не захотите сесть и поговорить со мной, то я осложню вам жизнь. Послушайте, он дал вам ложный адрес. Эта группа повсюду хвасталась, что может предоставить информацию об определенной вещи, и обманом заманивала людей на свою территорию. Как только вы прибудете по адресу, они сначала убедятся, что вы хотите приобрести вещь, а затем угрозами отберут у вас всю мору. Замолчи, Аль-Хайтам! Ты постоянно рушишь наши планы. Чего ты пытаешься добиться? Я уже упоминал. Я хочу поговорить с вашим боссом. Наш босс уже говорил, что не собирается ничего с тобой обсуждать. Да, он это говорил, но это не означает, что он не может передумать. Слушай, не заставляй нас применять силу. Обычно мы не бьем людей из Академии. Так как это только усложняет ситуацию. Но для такого чудика, как ты, мы, пожалуй, сделаем исключение. Если вы предлагаете провести переговоры на языке грубой силы, то я согласен. Даже архонты использовали войну, чтобы поделить Тейват между собой. Но если не попытаетесь найти мощный мирный способ переговоров, боюсь, пострадает не только ваша торговля. Я сильно подорву репутацию пустынников. Я знаю, как вы ею дорожите. Я более чем уверен, если я начну предпринимать намеченные действия, ваш босс сам придет ко мне. Только вот я опасаюсь, что к тому времени произойдет что-то непоправимое. И еще совет. Расскажите своему боссу, что именно произошло сегодня. Тогда позже он не будет винить вас за то, что вы ему ничего не рассказали. Что ты сказал? Подумайте вот о чем. Было ли так, что я не выполнял свои обещания? Этот чудик совсем умом тронулся, братан. Хорошо. Если ты захочешь умереть, мы встретимся с тобой на пирсе перед Форостским маяком через неделю и в 4 часа дня. И не говори, что мы потом тебя не предупреждали. Это еще не все. Верните им Мору. Ха. Эй, к чему устраивать переполох? Не волнуйте гостей, если они потеряют самообладание и устроят сцену. Они еще даже не заплатили за еду. Господин Аймен, кажется, в последнее время в таверне стало меньше сотрудников. Я надеюсь, они не все заняты распространением информации среди студентов. Почему вы так разволновались? Я ведь задал простой вопрос. Я знаю, что вы с ним заодно. Можете считать, что ужин — это компенсация за наше молчание, поэтому вполне справедливо. Ничего себе! Эти пустынники не только вернули нашу Муру, но и очень спешно удалились. Похоже, он знает многое о происходящем здесь. Давай догоним его и зададим несколько вопросов. Музычка вот эта классная. Прям классная. Он пошел в ту сторону, давай последуем за ним. Уходите. За еду платить не надо, просто сделайте вид, что сегодня ничего не произошло. Понял, не ори. Подожди, тебя зовут Аль-Хайтам? В чем дело? Спасибо тебе за помощь. Не стоит благодарности. Они были моей целью, а вы просто дали мне возможность. Считайте, что мы в расчете. Вот вам мой совет. Держитесь от них подальше. Им не удалось завладеть вашей Морой, поэтому в будущем они будут доставлять вам неудобства. На этом все. Прощайте. Подожди, у нас к тебе есть несколько вопросов. Если ты разгадал их аферу, значит, у тебя есть достоверная информация об этой вещи. Вы кто такие и почему вас интересует эта вещь? Я учусь в академии. Учишься в академии?
Тебе стоит знать, что эти парни решились вести дела с тобой вовсе не потому, что они купились на твою ложь. Может, договоримся, я владею мечом. Да? Так и есть. Она искусная воительница. Мы пригодимся тебе, если в следующий раз тебе придется разговаривать с ними на языке силы. Даже у нее даже нет глаза бога. Даже глаза бога нет. О чем тут говорить? Хотя у нее нет глаза бога, путешественница мастерски управляет элементами. Иначе бы мы не стали бы связываться с в общем, с этими парнями. Эти вспыльчивые головорезы определенно приведут подкрепление на нашу следующую встречу. На вашу. Даже если у тебя есть другие помощники, наше присутствие не будет лишним. Хорошо, договорились. Вы ищете того, кто занимается подобным товаром. Есть ручка и бумага. Я дам вам один адрес. Можете попытать счастье там, но без меня. Встретимся в назначенное время у пирса. Но если не придете, невелика потеря. Раз уж ты согласился дать вам информацию, торговцы, может, сначала скажешь нам, что именно мы ищем? Вы только что заплатили 500 тысяч моры, но сами не знаете, что именно, за что именно. Прекрасно. Если ты действительно так искусна в бою, как утверждаешь, то, может быть, выбьешь из них ответ, когда дело дойдет до драки. Ладно, если вы наводили справки, значит должны что-то знать. Расскажите мне, что вы знаете на данный момент, чтобы я не тратил время на повторение информации. Мы знаем, что эта вещь как-то связана с Академией. Ее ищут не только пустынники, но и студенты Академии. И еще она связана со знаниями. Вы знаете почти все, что нужно знать, но не можете собрать информацию воедино, потому что никогда не видели эту вещь раньше. Вот то, что вы ищете. Отдай! Отдай, алло. Пойма не разглядела как следует. Что это? Похоже на украшение. Это капсула знаний. Проще говоря, своего рода контейнер, в котором может храниться ограниченное количество знаний. Это как маленькая акаша. Любой человек может связать ее со своим личным терминалом Акаши и получить доступ к ее содержимому. Любой человек? Да. Абсолютно любой. В отличие от Акаши, которая жестко регулирует, кто может получить доступ к той или иной информации, этот предмет безоговорочно отдает содержащиеся в нем знания пользователю. Потрясающе! Другими словами, это практичная и безвредная библиотека знаний, но, к сожалению, владение и торговля капсулами наказуемы в Сумеру. Эти капсулы были созданы для того, чтобы ученые могли получать знания от Ирминсуля и передавать их в Акашу. После использования они подлежат уничтожению. Несмотря на строгие правила, всегда найдутся капсулы знаний, которым удается избежать этой участи. Ведь всегда есть те, кто недоволен Акашей и желает изменить свою судьбу. За последние столетия из Академии утекло немало капсул с самыми разными знаниями. Поистине ценные знания стали источником дохода для пустынников в Порт-Ормосе. Знания, которые отбраковывают пустыннику, иногда оказываются полезными для простых жителей и незадачливых студентов Академии. Это все, что я могу сказать. Говорят, недавно Академия потеряла некую вещь. Похоже, это тоже капсула знаний. Так вот какая твоя истинная цель. Я хочу узнать о ней больше. При нашей нынешней договоренности я не думаю, что мы можем дать тебе ответ. Что могу дать тебе ответ. Что я должна сделать, чтобы заслужить твое доверие? Мы можем... Ты полна решимости. Отлично. Давай поговорим где-нибудь подальше от посторонних глаз. Ну давай, ну шо? Блин, как меня прет с этой музычки. Можем продолжить наш разговор здесь. Если хочешь узнать больше о капсуле знаний, которую потеряла Академия, то ты должна помочь мне в одном деле.
Что за дело? Я хочу, чтобы ты нашла для меня одного человека. Ее зовут Дори. Она странствующий торговец. Она забыла, где она была. Это Дори, она все забыла. Она уже не знает, что она продает. В отличие от торговцев, которые продают бесполезные капсулы знаний, у нее часто бывает качественный товар. Люди говорят, что она торгует всем, что можно продать. Она настороженно относится к людям из Академии, потому что большая ее часть товара нарушает правила Академии. Я встретился с ее информатором, но вскоре выяснилось, что он только зубами заговаривает. Стань одним из клиентов Дори и заслужи ее доверие. Это мое условие для дальнейшего сотрудничества. Почему ты хочешь, чтобы мы с ней встретились? У вас нет права задавать вопросы до тех пор, пока вы не выполните задание. Хорошо. Что нам делать? Вы чужеземцы, которые не так давно прибыли в Сумиру, поэтому в глазах Дори вы будете безопасными клиентами. Я дам вам адрес информатора и список шифров. Я не знаю, есть ли у нее другие хитроумные требования, поэтому вам придется импровизировать. Пайма начинает нервничать. Настоящее испытание начнется после знакомства с ней. У нее нюх на Мору и чутье на товары. Ей нравятся исключительно потенциальные клиенты. Я дам вам Мору, купите у нее товары высочайшего качества и заслужите ее одобрение. Но мы только сейчас впервые увидели капсулу знаний. Мы ничего не знаем о том, как их оценивать. Этому можно быстро научиться. Это правда. Вы слышали о чувстве стихии? Оно у меня есть. Неожиданно. Похоже, ты не так проста. Эта способность упростит задачу. Окей. Спасибо за подписку. Вот 2 капсулы знаний. Можешь увидеть разницу в их качестве? Так. Пайман, кажется, что они абсолютно одинаковые. Смотри их с помощью чувства стихии. О, это сочное. Это сочное. Забираем. Ну что? Ты что-нибудь видишь? Оба светятся зеленым, но левая светится ярче. Ходят слухи, что высококачественные капсулы знаний обычно ярче, если смотреть на них при помощи чувства стихии. Поэтому, что знание происходит из Минсулия, корня силы Денра. Чем мощнее знание, тем сильнее проявление его сущность Денра проявляется. Существуют также капсулы знаний, которые обладают мощной силой стихии, но они не особенно полезны в современной жизни, поэтому их ценность невысока. Чувство стихии — лишь временная мера, но ее должно хватить, чтобы заслужить доверие Дори. Звучит впечатляюще! Это информация о местонахождении информатора и список шифров, а также Мора для покупки капсулы знаний. Не жадничайте, вам придется потратиться, чтобы привлечь внимание Дори. Если после сделки с ней у вас останется Мора, можете оставить ее себе. Соблюдайте осторожность. Последнее время Матра наводила... Что? Последнее время Матра наводила Порт-Ормас. Ваши усилия будут напрасны, если они вас поймают. Матра? Регулирующий орган Академии. Они также занимаются делами о незаконных сделках с капсулами знаний. Как я уже сказал, Академия запретила продажу или владение ими. А почему ты владеешь ими, собака-пес? Эти парни очень наблюдательны. Не ждите ничего хорошего, если они вас заметят. Если хотите выйти из этого дела, сейчас самое время. Я готов рискнуть, я помогу тебе найти Дори. Договорились. Если сделка между вами пройдет успешно, ищите меня в Викали Фундук. Тогда мы сможем договориться, поговорить подробнее. Судя по тому, что написал Алихай там, информатор Дори — торговец, работающий возле старого рынка в Порт-Ормасе. Давай последуем инструкциям и попытаемся наладить с ними контакт. Давай. Так.
Мора для сделки. Увесистый мешок от Аль-Хайтама, набитый морой для покупки капсул знаний. Шифр осведомителей. Запись шифра, составленная Аль-Хайтамом, чтобы получить у Дори особый товар. Без пароля не обойтись. Перед тем, как искать информатора Дори, не забудьте свериться с этим списком. Купить несладкие фрукты Хара. Попросить информатора отвезти вас к Дори. Носить цветок скорби. Что? Носить цветок скорби. Хотеть купить капсулу знаний. Носить цветок... Носить сумерскую розу. Хотеть купить легендарные продукты. Мышь клиент. Тигр Ришболанд. Матра. Мыши прогрызли товар. Товар распродан. Тигр... это надо будет сфотать. Ришболанд прогрыз товар. Матра конфисковала товар. Упаковка в стиле города Сумерум. Нужно немного товара. Упаковка в стиле Порт Ормоса. Нужно много товара. Отзыв на комплимент про искусного клиента. Комплимент про искусного клиента фрукты Хара, от которых кружится голова и шумит в ушах. Отзыв на комплимент про клиента с глубокими знаниями. Фрукты Хара, вызывающие тепловой удар. Окей. Полагаю, это язык Дори. Это не язык, это шифр. То есть у них там есть свои вот эти приколюхи. На самом деле стримчик надо уже заканчивать, но я думаю, мы сейчас вот поговорим. Блин, давайте закончим на этом. Давайте на этом закончим. Превьюшку мы сделали. Покрутить мы не можем. Достижение у нас одно. Ледяная клятва. Атакой УСИ. Уничтожьте барьер, который Капелиус установил во время кульминации представления. Окей. Так. Крутануть мы не можем. Чпоньк. Клятва стрелка. Окей. Наен там все. По поводу БП. Вы мне так и не сказали. Если вы сейчас ничего не скажете, то я просто возьму возвышение на него, на нефрит. И все. Беру возвышение на нефрит и все. У них у всех крит шанс. Что скажете? Что скажете свое оправдание? Карп Лайв говорит, давайте у Фокса дождемся. Кристиан Ти говорит, а чего ты так торопишься? Эндрюс говорит, мало. Я понимаю. 10. Завтра Мало будет так сюжета. же. Мы чуть-чуть покоопимся, а потом будет сюжет. Бери дубину для коллекции. Какую дубину? Вот эту? Завтра будет сюжет еще. Спасибо за подписку. Лучше подпишитесь на ютубчик. Там есть и записи, там есть и качество, там вообще есть все. Ипли говорит, бери или нефрит, или драконью кость. Ну, короче, прокачивать. Я, наверное, возьму его. Кость R5 Сейрай. Серьезно? Я ни у кого не использую, а нефрит у меня одет на ком-то. Тут самое полезное. Это меч драконьей кости и баллада фьордов. Кристен Тиди говорит. Вот, у меня у коровки нефрит, алло. Джилтошек говорит. Давайте коровке одевать бери нефрит. Потому что, как посмотреть, созвездие. Не, оружие. Улучшить. Пробудить. Вот. Эндрюс говорит. Нефрит полезен ток Невилетто. Да? Даньяр Шеймарданов говорит. Кость для Нави и Дехье. У меня Нави с сигной Ипли говорит, ходит. пассивка нефрита не особо для коровки. Где Нави? Где? Она же была где-то вот здесь. Вот. Она у меня с этим ходит. Ипли говорит, да у него есть сигна Мавуики, поэтому кость тоже не очень. Эндрюс говорит, кость на Дехью хорошо идет. Даньяр Шеймарданов говорит. А, если сигна есть, тогда ладно.
Так, Епли говорит, Дэхья. кость же не будет вообще работать на Дэхье. Так, вы уже определитесь, алло, вы что, гоните? Епли говорит, она урон же получает постоянно. Меня чат булит. Сменить, Карл Лайф возвесить. говорит, так быстро забрал. Да я весь стрим это спрашивал. Эндрюс Алло. говорит, то же самое с нефритом. Мне стоит эти штуки тратить? USER XSHDN говорит, привет. Привет. Ну как-то так. Кристианти говорит, да чего вы, пусть будет кость, хотя бы Ну на Дэхи она будущее. идет. Она прям топ. Эндрюс говорит, Ипли по твоему нефрит работает на Варисе. Так, все. Ипли говорит, Ну что, чатик, да, мы были не супер продуктивны в сюжете, было мало, но на самом деле сейчас есть проблема, не такая обычная. Крутки уже были. Я пытаюсь заболеть, вот. У меня закладывается нос, и мне прям неудобно из-за этого. Поэтому завтра будет опять Геншин, утренний Геншин. Завтра мы утром сначала закоопимся, а потом мы пойдем проходить сюжет. Вот такой завтрак хочу. Все. На этом стримчик заканчивается. Спасибо большое за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Увидимся чуть позже, будет игрушка вот эта вот пиксельная 2D-шная с Максом Гасом. Вот, но сейчас всем пока. И как всегда на прощание. Все, давайте пока-пока-пока. YouTube, Twitch и Трова, вам отдельное пока-пока. Эндрюс, а ты где гуляешь? А где ты гуляешь? Ты что, отдыхал? Эндрюс отдыхал без нас? Все, давайте, пока. Музычка прям не могу. Я хейтил в самом начале, когда я пришел, я хейтил музыку Сумеру. Потому что вот в этом регионе, вот где мы только-только попали, она была дурацкая и во время боевки, и фоновая. А здесь такая приятная. Вот, все, ухожу.